Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и у нас сегодня на обзоре еще один из фонарей Феникс. Этот фонарь универсального применения, и мы считаем, что это один из самых интересных, наверное, фонарей сейчас в линейке Феникс. То есть его можно использовать как в налобном исполнении, так и вот в таком переносном варианте, то есть он в Г-образном виде выполнен. У него есть мощный магнит на торце, есть клипса, есть магнитная USB зарядка и есть белый источник света, люминус светодиод, и есть красные светодиоды для того, чтобы вы сохраняли ночное зрение например, в лесу, да, привыкли к темноте, включили красный свет, и эта способность у вас осталась. Давайте мы сейчас тогда потестируем его. Питание у него также, кстати, интересное. То есть питается он от одного элемента 18650, и в комплекте идет аккумулятор на 3400 мАч от Феникса, от самого. Не забудьте подписаться на канал. Наша следующая цель 100 тысяч подписчиков. И начинаем с этим фонарем с комплектации. Режимы яркости и время работы при этом. Максимальная дальность 145 метров, 1200 люмен. У него максимальная яркость. Есть минимальная яркость, эко-режим до 300 часов со светом 5 люмен. Вот он как раз сейчас и горит. Мы разряжаем специально фонарь, чтобы замерить у него минимальное напряжение, которое допускает фонарь при разряде батареи. Так, по поводу красного цвета тоже у него есть 3 режима, то есть один низкий, 1 люмен, 400 часов в этом режиме он способен проработать, и 5 люмен 80 часов, и мерцающий 5 люмен 160 часов. Так, теперь по комплекту поставки. Идет, естественно, сам фонарь и аккумулятор, уже установленный внутрь. Идет на 3400 мАч фирменный. Идет вот такая магнитная зарядка с Type-C-A, то есть с USB Type-A разъемом. И она такая же, как и от VT25R, например, фонаря. Так, идет дополнительная резиновая прокладка и идет налобное крепление. Оно поставляется с ремнем как для горизонтального размещения, так и для вертикального. Есть светоотражающие элементы на самой ленте, и есть крепеж с резиновым фиксатором для того, чтобы фонарь можно было разместить. Фонарь размещается, кстати, с установленной клипсой, то есть клипсу снимать не надо. В отличие от HM60R, например, на ленте здесь нет силиконовой вставки. Но фонарь легкий, в принципе, я не думаю, что она обязательно нужна, поэтому с этим проблем нет. Ну, вот такая комплектация. Так, теперь по конструктиву фонаря. Фонарь имеет цилиндрическую форму. Светодиод расположен в Г-образном положении. То есть для того, чтобы разместить его, например, на оголовье, он размещается горизонтально. Сзади установлена клипса, она поворотная. Также сзади у нас расположена магнитная зарядка, вот такая. Кнопка расположена сверху, включения и перебора режимов. Как видите, сейчас мерцает индикатор разряженной батареи. Так, внизу у нас расположен мощный магнит, который позволяет фонарь держать даже горизонтально, то есть без проблем. Он держится. И он мощнее, как я уже говорил, чем в фонаре
VT25R. Так, теперь по поводу веса, да, давайте посмотрим, сколько фонарь весит у нас в сборе. 107 грамм всего лишь, то есть он легче, чем VT25R. Ну и все по конструкции, пожалуй, все. Есть, естественно, автоматическая регулировка яркости в зависимости от состояния батареи и температуры самого фонаря. Есть защита от перезаряда и от повышенного разряда батареи. Я сейчас, кстати, как раз проверю, до скольки аккумулятор разряжается, до какой степени. Ну, то есть он фактически сейчас уже разряжен, до сих пор еще в минимальной яркости работает, но ждать очень долго разряда, потому что он автоматом выключает повышенный режим работы, естественно, и становится в минимальном 5 люмен, и в этом режиме он несколько сотен часов работает, поэтому ждать, пока он разрядится, нет смысла. Так, ну 3 вольта ровно, да. Сейчас заодно мы тогда и проверим, сколько у нас будет ток заряда от стандартного кабеля магнитного. Сразу здесь давайте я по конструктиву тоже вам скажу одну не очень хорошую новость. То есть вот положительный контакт должен выступать у аккумулятора, потому что здесь, в отличие от, например, VT25R, внизу установлена не пружина, а контактная площадка. У VT25R там пружина, поэтому можно установить и элемент питания с плоским контактом 18650. Здесь же нам нужно, чтобы контакт был обязательно выступающий. Так, сзади пружинный контакт позолоченный. Так, ну давайте я подключаю тогда разряженную батарею и смотрим, какой ток будет при заряде. Естественно, с обоих сторон у кабеля есть индикатор заряда, что хорошо. Ну и ток у нас заряда на разряженной батарее идет 1,2 примерно ампера, то есть 1,18 ампера. Так, теперь по размещению в креплении фонаря, то есть можем его установить и, соответственно, зафиксировать резинкой. Если вам нужно изменить угол наклона, то есть здесь способ, то есть клипса остается на месте, но она вращается вот по этой дорожке, соответственно, вы можете изменять наклон, клипса будет оставаться. То есть вот и вверх ее можно подавать, и вниз. Никаких проблем с тем, что клипса находится на теле фонаря, нет. Ну, естественно, всегда вы можете его снять и использовать как ручной фонарь, что тоже весьма и весьма удобно. Так, сразу вот покажу аккумулятор, который идет в комплекте на 3400 мАч. Теперь по управлению. Включение фонаря происходит длительным нажатием. Он сохраняет последний режим при выключении, который был, поэтому здесь тоже проблем нет. Режимы сами переключаются коротким нажатием на верхнюю кнопку. Далее, чтобы переключиться, например, в режим красный, да, нужно зажать кнопку, и, соответственно, включаются красные режимы. Это вот постоянное свечение красное, увеличенной мощности свечения красное и мерцание. То есть он просто с одинаковым интервалом будет мерцать. Теперь, чтобы вернуться в белый режим, также надо нажать на кнопку длительно и переключиться в белый режим. Так вот, давайте я покажу. На ярком свете мы выключаем.
на ярком свете он же и включится. Теперь есть у фонаря блокировка по двойному нажатию, то есть теперь я, зажимая длинный, видите, он мне показывает, что фонарь заблокирован. Снять блокировку опять же можно коротким нажатием. Ну, управление, то есть вполне удобное. Единственное, что мне не нравится, это если вы хотите перейти в красный режим, то все равно вам нужно его через белый проходить. То есть я вот включил красный, выключил фонарь, включаю красный, все равно включается белый сначала. То есть, чтобы не было вот этой вспышки белой, тогда зажимайте фонарь и уже включайте его в красном свете. Зажали, включили красный. Такое некоторое есть неудобство в этом. Теперь по ширине луча. Боковая засветка очень широкая. Вот здесь не особо видно, да, что она засвечивает. Но потом в тестах посмотрите, она на самом деле фактически 180 градусов засветка. Что тоже вполне приемлемо. Допустим, если вы где-то пешком передвигаетесь, то такая широкая засветка удобно. Ну и есть центральный луч, сколько у него, около 20 градусов, как вы видите. Свет нейтральный. Да, кстати, забыл еще проверить подключение фонаря без установленного аккумулятора, работает ли он просто как светильник без аккумулятора. Да, он работает и 3 режима поддерживает яркости. Даже 4-й, да, включился. Раз. Подождите, сейчас я выключу. Так. Вот самый слабый, 2-й, 3-й, 4-й. Да, 4 режима он поддерживает. Так, и потребление у нас при этом 0,6 ампера. Нет, даже и 5-й турбо включает тоже. Смотрите, турбо, но кратковременно он его включает. При этом 1,13 ампера. HM61R. Самый малый режим. 2-й. Ну, видите, да, почти 180 градусов засветка боковая. Еще один. Еще. Очень широкий угол. На деревьях. Это HM61R. Расстояние где-то около 20 метров. Самое малое свечение. Следующее. Но у него луч, конечно, очень широкий. Обратите внимание, да, что он фактически 180 градусов. 2-й режим, ну, точнее 3-й, да, это уже 4-й, 5-й. Давайте на максимум ухожу. Но вот, смотрите, та лесополоса, в принципе, видна хорошо. Но по теплоте, да, или по световой температуре тоже средний примерно у него луч. Это, напоминаю, Luminous SST40. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по фонарю. Из недостатков, что хочется сказать. Ток заряда мог бы быть и повыше, да, сейчас у фонарей есть и до 2 ампер ток, поэтому это повлияет на время зарядки. Далее, переключение красного света происходит только через белый, что тоже не совсем удобно бывает, то есть придется, чтобы не было вспышки, зажимать рукой и включать тогда красный свет. Так, и в принципе... ну и 3-й недостаток — элементы питания, то есть с плоским плюсовым контактом вы сюда не поставите без дополнительной доработки. То есть
фактически надо смотреть, чтобы плюсовой контакт был выступающим. Но зато и преимуществ тоже очень много у фонаря. Мы его, кстати, оставим себе даже на длительную эксплуатацию, будем тестировать. Во-первых, широкий угол, нам нравится освещение. Второе, 18650 аккумулятор, USB зарядка, хоть она и магнитная, но я в прошлом ролике на VT25R рассказывал, что в принципе это вопрос спорный, то есть удобно она, ну то есть либо придется с собой носить кабель, да, именно магнитный от фонаря, но зато подключать его гораздо удобнее. Ну и Г-образное исполнение тоже удобно, всегда можно разместить, например, на лямке рюкзака и освещать себе путь, просто подвесив фонарь на лямку. С горизонтальным размещением светодиода так сделать неудобно, то есть нужно, чтобы менялся наклон. Ну и опять же универсальное применение как налобный фонарь, так и переносной. Магнит также в торце тоже, и причем он весьма мощный, и позволяет установить фонарь даже горизонтально, тоже удобно. Все, пожалуй, тогда. Ну и, кстати, IP68 или IPX8, он выдерживает погружение в воду по этому стандарту до 2 метров, и удары он выдерживает с высоты 2 метров также. То есть в этом плане тоже никаких нет к нему претензий, к этому фонарю. Все, на этом тогда закончим. У кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.